Всем привет! Сегодня будем готовить большой кусок мяса, будем запекать его в духовке. Одним словом, будем делать буженину. Фишка буженины в том, что это как бы два в одном. Это блюдо, которое можно кушать холодным, отлично подходит под бутерброды, под сэндвичи, в общем, как колбасное изделие. Ну и если это блюдо вы подаете горячим, оно по-любому будет центральным блюдом вашего праздничного стола, потому что, наверное, по другому поводу его особо-то и не готовят. Приготовить такой большой кусок мяса, на самом деле не всегда так просто, как кажется. Если вы готовите из говядины, из какого-то сухого мяса, то лучше, конечно, сделать рассол и загрузить кусок мяса на сутки в рассол, чтобы он просолился изнутри, хорошо пропитался, и только потом уже запекать. Но есть и второй вариант. Второй вариант намного проще, быстрее, и, конечно же, он такой же самый вкусный, как и первый вариант, а может быть даже и лучше. Сегодня мы это обязательно проверим. Сегодня у меня свиная шея. Значит, здесь есть, конечно, и жировые прослойки. Такая, как сегодня мне сын сказал, мраморная свинина. Есть и балыковая часть, есть и прослойки жировые. Одним словом, это будет сочно, это будет вкусно. Однозначно, конечно же, по сравнению с тем, если мясо солить или мариновать сутки в рассоле, это мясо так быстро не просолится, и не пропитается всеми специями, безусловно. Поэтому в данном случае нам нужно сделать такую яркую, насыщенную, ароматную намазку, которой мы обмажем наш кусок мяса и который, в принципе, впоследствии даст вот это вот сочетание насыщенного вкуса и более постного, который будет внутри мяса. Поэтому именно сейчас мы эту намазку с вами и приготовим. Так, значит, для того, чтобы сделать нам такую намазку, нам нужны однозначно пряные травы. В данном случае у нас будет розмарин. Если есть тимьян, в идеале сюда еще добавить свежий тимьян, я не нашел, поэтому буду использовать еще и сухие травы. Так, и, конечно, нужно нам это измельчить и сделать такую нарезку. Следующее, что нам нужно сделать, это измельчить острый перец чили. Здесь нужно достать обязательно семечки, не нужна излишняя острота, поэтому разделываем и аккуратно удаляем семена из перца. Если не любите сильно острое, то можно взять какие-то более мягкие сорта перца, можно просто паприку. Так, и здесь тоже нужно этот перец измельчить. Часть чеснока мы оставим, немножко нашпигуем мясо, и еще одну часть так же само мелко измельчаем. Для того, чтобы все специи, вся намазка хорошо прилипла к мясу, оно хоть и липкое, но недостаточно, щедро обмажем мясо зерновой горчицей прям со всех сторон, и оно станет уже более липкое. И в принципе этот вкус, он нам не повредит, не помешает. Прям щедро можно вот так его обмазать. Смешаем все наши специи, всю вот эту смесь, перемешаем ее красиво. Распределяем по поверхности всей нашей доски, чтобы мы смогли равномерно обмазать специями все мясо. Так, сюда добавляем сухой орегано, в принципе тоже, то есть ароматная трава, вкусный уже аромат. Желательно растирать вот эту траву сухую, чтобы она раскрывала свои ароматы, этого будет достаточно. Значит, обязательно добавим черный перец дробленый, видите, что он не мелкий, не в пыль, тоже в принципе щедро. И хорошо сюда добавить еще лаврового листа, тоже вот так вот измельчаем мелко. Добавляем крупную соль. И еще немножко сахара, буквально чайную ложку. Теперь берем замечательный кусок мяса и равномерно прокатываем по специям. И видите, какая красота уже, какая нарядная рубашка получается у мяса. Все специи красиво прилипают, и это уже ярко и новогоднее. Бомба!
И теперь все, что нам осталось, это красиво упаковать и плотненько упаковать это в фольгу и отправить в духовку. Берем фольгу, берем пергамент. Я всегда вам говорю, что если запекаете в фольге, обязательно используйте пергамент, потому что алюминий, который содержится в фольге, точно никак не поможет вашему здоровью. Так, ну что, берем мясо, укладываем, заворачиваем в пергамент сначала. А теперь плотно заворачиваем фольгой. Здесь очень важно от того, как вы плотнее сформируете эту колбаску, тем ровнее будет форма у вас готового, так сказать, изделия. Здесь мы сейчас по бокам еще заправим. Ну что, вот такая вот получилась колбаска. Самое главное, упакуйте это прям плотно, сформируйте хорошую форму. Теперь по приготовлению, по времени приготовления. Значит, в идеале, если у вас есть термометр, щуп, который меряет температуру внутри мяса, чтобы понять, когда мясо готово. Но если у вас этого нет, как и у меня, есть очень простая формула. На каждый килограмм мяса где-то примерно 50 минут времени. Здесь у меня 2,5 килограмма мяса, соответственно, я отправляю это в духовку на 2 часа. Плюс-минус там 10 минут, еще мы будем доводить до румяной корочки, поэтому на 2 часа забываем и занимаемся своими делами, ждем. Прошло 2 часа, сейчас мы фольгу раскроем и еще отправим порядка 10 минут в духовку при той же температуре, чтобы придать 10-15 минут, придать корочку, немножко подсушить. Давайте посмотрим, что тут у нас получилось. У нас тут запаковано, уже сок вытекает. Но... Смотрите, какая красота уже. Это очень вкусно пахнет, просто прекрасно. Сейчас еще отправляем на 15 минут и все будет готово. Тем временем подготовим какой-то гарнир. Смотрите на свое усмотрение. У нас сегодня будет рис, к примеру. Все, отправляем в духовку. Так, давайте попробуем. Посмотрим, какой у нас получается кусок. Красивый сверху. Просто прекрасный. Надеюсь, что он такой же и внутри. Сколько сока. Так, ну что, все готово. Наконец-то. Красота неимоверная, сочная. Посмотрите, какое оно сочное. Это просто что-то. И, конечно же, я хочу попробовать. Это, безусловно, это красота неземная. Нужно даже тут положить хренчика и попробовать. Блин, классно. Такое сочное, такое нежное. Все-таки такой кусок мяса — это всегда праздник. Даже в горячем виде подготовьте какой-то гарнир, неважно, картошку, рис, там, что угодно. Ставьте на стол, и это будет шедевр, правда. Это очень вкусно, это очень сочное мясо. В холодном виде точно так же, когда остынет, это шикарные бутерброды, это шикарное колбасное изделие, чем покупать колбасу, в которой непонятно что. Приготовьте такую буженину, и в принципе больше ничего не надо. Рецепт простой, достойный, чтобы его готовить. По 10-бальной шкале блюдо однозначно на 10, потому что, а то и даже на 15, потому что ну просто очень-очень-очень вкусно, правда. Ребят, на этом все. Обязательно подпишитесь на канал те из вас, кто не подписан. Всем хорошего настроения, с наступающим Новым годом, всем пока!